Привет, мои дорогие! Хочу предложить вам расклад на игральных картах, в чем он хочет признаться. Хочу сделать для вас экспресс-расклад, актуальный именно тогда, когда вы его нашли. И мы посмотрим, в чем мужчина действительно хочет признаться. Некоторые мои слушатели ждут расклада на игральных картах. Здесь две колоды, синяя и красная. Я предлагаю вам выбрать колоду синюю или красную, и мы посмотрим, в чем ваш мужчина, о котором вы думаете, хочет вам признаться. Но часто мужчины, они очень трусливые, и они хотят, но не признаются по какой-то причине, и чаще всего причина – это их трусость, да. Вот у меня здесь, конечно, большая колода. Кстати, большая колода – это младшие арканы Таро. Я убираю те карты, которые являются большой колоды Таро, и оставляю именно по нашему традиционному, как наши бабушки гадали на игральных картах, да, от шестерки до туза. Вот они все. Синяя колода, пожалуйста, можно выбрать синюю колоду, будьте любезны. Либо можно выбрать красную колоду. И можете задать вопрос мужчине, потому что это, как всегда, разговор с его душой. А в чем мужчина хочет признаться? Проверяю, ли все карты есть. Все карты есть. Все хорошо. В чем мужчина хочет признаться? Красная колода или же синяя? Вызываем его душу, его ум, его ментал. И спрашиваем, в чем же он хочет признаться. Да? И можно загадать себе любого короля. Трифового, бубнового, пикового или же червового. Червовый король – это тот, которого вы очень любите. Трифовый король – это муж. Любите вы его? Нет. Какие у вас чувства? Неважно. Трифовый – это муж. Пиковый король – это мужчина, который либо же новый знакомый, вы только познакомились, или кто на пороге, конечно, что он признается. Пиковый король может быть мужчина постарше или мужчина, например, который еще пока не муж. И бубновый король – это мужчина денежный, состоятельный, хорошая партия, как говорится, да, вот, но еще пока не муж. Поняли, да? Вот это по синим картам, и то же самое я вам предлагаю сделать и по красным картам. Итак, в чем же он хочет признаться? Все эти короли. Красные тоже готовы. Начинаем с синих. И я буду сейчас искать этих королей. Да, это 4 короля предсказания. Я вначале буду искать королей. Предсказание на 4 короля. Только короли. Вот король один. Смотрите. У многих из вас 2 короля. И я еще одну карту возьму, которая после них. Еще одна вышла сама. Ну ладно, берем. Вот это, что касается этих 2 королей. Если вы загадали мужа, если у вас есть муж, это трифовый король. И мужчина, с которым у вас страсть, может быть треугольник. Вот это такое здесь. В чем мужчина хочет признаться? Смотрите, все очень четко и понятно. Трифовый король хочет признаться, что он хочет с вами встречи, и он горит желанием, потому что шестерка бубен – это скорая встреча. Ну и десятка червовая, конечно, это любовь, да, это любовь безоговорочная, надежда, интересы, планы, чаяния, настоящая любовь. Вот трифовый король вас любит. Червовый король, которого вы любите, может быть, вы загадали. И здесь у нас туз бубен. Туз бубен – это всегда связано с бумагами. Письмо, документы, будут от него письмо или какой-то документ. То есть вы его любите, он может предложить руку и сердце. Вот в этом он хочет признаться, в любви, что хочет предложить руку и сердце, чтобы между вами был документ. Это хочет червовый король. А трифовый король хочет встречи, он горит страстью. Может быть, это вот муж, с которым давно не было близости. Вот это так. Дальше мы ищем еще 2 королей, да, как я говорю, это расклад на 4 короля, так что мы здесь ищем еще 2 других королей и посмотрим диагностику их. Бубновый король, денежный мужчина, у него есть еще какая-то женщина, у многих так проиграется, это может быть его жена, если вы в треугольнике, или другая женщина, или же червовая дама можете быть вы, это может быть вы, и тогда он думает о вас.
При раскладах вы знаете, если вы смотрите игральные карты расклада, вы знаете, какая вы дама обычно проходите, да? Червовая, бубновая – это светленькая, неважно какой возраст. Трифовая – это вот такие, знаете, волосы коричневые. Пиковая – это черные волосы, можно так сказать. Ну и по характеру можно, что вы вот такая чувственная женщина, червовая. Бубновая – это больше деловая. Трифовая – это хозяюшка. А пиковая – это женщина, знаете, серьезная, с серьезным сложным характером. В общем, кто вы? Если вы себя загадываете обычно как червовую даму, и часто, кстати, карта вопрошающая у нас проходит червовая или бубновая. Если вы проходите сами для себя в гаданиях как червовая дама, то этот мужчина вас думает, хочет встречи, разговора. Состоится любовный разговор с ним, да? Сердечная привязанность у этого мужчины есть к червовой даме. Поэтому в гаданиях обычно говорит вот к червовой даме, а вы сами решаете, кто вы. Но это на королей, поэтому мы только смотрим королей. И он хочет признаться, да, вот здесь, что хочет с вами любовный разговор и привязанность у него есть. Или к вам, или к червовой даме, если это другая женщина, по вашим понятиям, да. Итак, король пик. Вот 3 карты. Смотрите, если вы проходите как трифовая дама, хозяюшка, мать семейства, жена, то у вас еще или на уме, или в будущем новый знакомый. Король пиковый часто новый знакомый, или мужчина в возрасте, серьезный мужчина, деловой, и тоже, ну, нелегкая у вас с ним судьба, нелегкие отношения. Он тяжелый имеет характер, или же проявляется странно, то приходит, то уходит. Если это ваша ситуация, вы остаетесь при вашем интересе, потому что десятка треф – это ваш интерес, если вы трефовой дамой проходите, да. То есть здесь идет речь о том, что десятка треф говорит о деньгах и прибыли от этого человека. Может, это ваш начальник, который к вам неровно дышит. Вот, если это вы, вот эта дама. Если вы не эта дама, если вы себя назначаете обычно как червовая или бубновая дама, да. Кстати, в картах Ленорман карта госпожи – это пиковая дама. Да, пиковая дама. Так что, дорогие мои, часто бывает так. То есть, если вы себя назначаете не трифовой дамой обычно в гаданиях, то это, конечно, чужой человек, новый человек, вам еще не знакомый, у него есть другая женщина, с которой у него есть какая-то жизнь, какой-то интерес, трифовая масть, и десятка трифовая – это деньги и прибыль. Зависит от какой-то женщины он хочет вам в этом признаться. Сейчас я буду все это дело анализировать для вас более подробно. И здесь видно, что мы вас дамой не загадывали, да? Вы смотрите, вы знаете, какая вы дама. Если вы себя загадали как какую-то даму, вы себя обычно загадываете. Смотрите по своим параметрам. Здесь в этом раскладе вот у нас вышло вот что. Проявились 2 дамы, червовая и трифовая. Что касается этих дам, если это вы, то у вас с бубновым королем, возможно, лучше всего пройдет. Если вот вас интересует такой денежный человек, с положением в обществе, влиятельный, у вас будет с ним любовный разговор, он вас заинтересован. Если вы проходите как трифовая дама, вы себе так загадали, то у пикового короля есть к вам интерес, он хочет ваши интересы, чтобы совпадали с его. То есть он будет вам в чем-то помогать. Вы при трифовой десятке, вы трифовая дама, значит, ваш трифовый интерес будет учитываться в его жизни. Очень интересная раскладка у нас получилась в самом начале. 2 короля вышло, и это либо вы в треугольнике, либо вы любите двоих. Один бывает в голове виртуальный, или у вас под боком, как муж, партнер, а другой или фантазийный, или же на стороне. Трифовый и червовый. Какие-то 2 мужчины. И при червовом короле есть бубновый интерес. Это туз бубен. А туз бубен, конечно, это письмо от него будет или какой-то документ. То есть червовый король, он в вас заинтересован, и с ним у вас будет какой-то общий документ, или он ждет наследства, или ждет конформации на работу, что-то вот ждет каких-то документов. Это связано тоже с вами, вполне возможно. Если трифовый вас интересует, то здесь я вижу, он любит, и он хочет с вами встретиться, и он, скорее всего, выйдет скоро на связь, чтобы встретиться.
Вот так показали синие карты. И у нас расклад вот такой. О нем, о мужчине. В чем он хочет признаться? Вот в этих вещах он и хочет признаться. Я откладываю эти карты. Мы переходим на красные. Я предлагаю вам продолжать смотреть расклад, потому что расклад проясняет многое, вы используете для себя, досуг проводите, всегда полезно. Итак, красные карты. Я опять хочу сказать условия, да, этого расклада, но вы смотрите по своим условиям тоже, то, что вам удобно. А здесь я вот такие условия предлагаю. Есть 4 короля. Червовый король может быть тот, кого вы любите. Трефовый король может быть ваш муж. Бубновый король – влиятельный человек, может казенный человек, может человек состоятельный. Кстати, пиковый король тоже бывает казенным, то есть при какой-то службе казенной, в государственных структурах. Пиковый король часто новый знакомый или мужчина со сложным характером. Выбирайте себя, как из 4 дам. Трефовая хозяюшка – мамочка, дом, семья. Бубновая деловая женщина, которая зарабатывает лучше мужчины, может быть, или светленькая. Червовая дама – это очень часто на червовую даму мы смотрим, кто хочет любви, да, а кто ищет себе пару. И пиковая дама – это женщина серьезная, со сложной судьбой. Как будет дальше? 4 короля я точно здесь найду, потому что я их ищу. У меня идет на них диагностика, в чем он хочет признаться. Поэтому 4 короля я буду искать. Карты перед королем и после короля покажут, в чем он хочет признаться. Ваша карта может выйти, а может и нет. Потому что мы смотрим на мужчину. Все понятно вроде, да? Растолковала. Итак, ищем этих королей. Вот первый король вышел. Это король бубен вышел первый, и он окружен такими картами. Валет, пик. Хлопоты у него пустые и связанные с трефовым интересом. Если вы трефовая дама проходите, вы себе решили так, то с вами связаны хлопоты. Трефовый интерес – это какая-то привязанность, зависимость. Это может быть какая-то сердечная зависимость. Трефовая девятка – это часто то, о чем он не может перестать думать. И он надеется на очень многое. На большее, чем вы можете ему дать. Именно в тот момент, когда вы смотрите. Потому что валет пик – это его надежды и его пустые хлопоты какие-то. Хлопочет он о каком-то трефовом интересе. Может быть, это человек, который хочет с вами выйти на связь, жениться, еще не женат. Но он предлагает вам какой-то вариант или условия, на которые вы не хотите идти. И он хочет признаться сейчас, что он все равно будет держаться своей линии. Хоть он и знает, что его линия может быть ущербная, может быть, он был уже в отношениях и развелся, потому что пиковый валет говорит, что он знает, что он гнет свою линию, он знает, что не каждый пойдет на его условия, но он по-другому пока не умеет. Вот в этом он хочет признаться, что он настойчивый и упрямый, как осел, можно сказать, да. Вот это бубновый король такой, как осел упрямый. Смотрим дальше. Это старинная, кстати, выкладка. Я обожаю гадальные карты, именно игральные. Это червовый король. Вы загадали себе червового короля, или вы его любите и так далее. Если это ваш вот человек, загадали вы его. С одной стороны, бубновая десятка. Это прежде всего интересы его. И пиковый король, вернее пиковый туз. Пиковый туз в перевернутом плане. Я читаю в перевернутом плане только пиковый туз. Именно в этих рамках. Все другие тузы я не читаю только в прямом. Потому что в пиковый туз это самая сложная карта в колоде. Если он перевернут, то это удар. Если он в прямом движении, это просто плохая компания или там что-то такое плохое. Переживание. Перевернутый туз-пик – это просто удар. У мужчины какой-то удар касательно денег. Да, если бы просто вот эта карта, это карта больших денег. Вложился и банк треснул, лопнул. Или же ипотеку не взял не такую, как надо. Ну, в общем, что-то он вложился не туда. Или в наследство никак не может поделить. Большие деньги. У него большие хлопоты с большими деньгами, и у него удар по этому поводу. То, что он сейчас по этому поводу переживает, он просто портит себе здоровье.
Он хочет вам этом признаться, но он не хочет, чтобы вы подумали, что он такой лузер, да? Что он не может решить, разрулить свои дела. И через расклад он признается, что он очень переживает или из-за ценных бумаг, или из-за денег. Очень переживает. Король треф. И он вышел, вот видите, следующий. Так что вот здесь вот это связано. Вот это связано все. С одной стороны у нас бубновая десятка у него, с другой стороны шестерка пик. Связано почему? Потому что сразу после этих трех карт вышел трефовый король. С ним будет встреча или разговор по поздней дорожке вечером, или же чуть-чуть позже, не сегодня, это точно. И разговор тоже будет о деньгах. Или о наследстве, о ценных бумагах, о несправедливости какой-то, об экономике, может, о политике. Он такой горячий мужчина, который все время недоволен жизнью. Вот может ваш муж, разговор с ним все время заканчивается негативно, и ни к чему вы никогда не приходите к общему знаменателю, или, в общем, такие негативные разговоры с этим человеком. В чем он хочет признаться? Ему самому надоело вот это все, но он не умеет по-другому общаться. Он идет как по накатанной, у него вот на языке постоянно негатив, да? Смотрит он на негативную карту, и он прежде всего обижается на работу, мало платят, плохая экономика, все дорожает. В общем, какие-то у него постоянно негативные мысли крутятся, но ментально он просто плохо себя чувствует и никак не может выбраться из этого ментального кошмара, в котором он находится. Здесь о любви речь сейчас не идет. Он хочет признаться вот именно в том, что у него сейчас идут переживания из-за денег или из-за работы, вот такие, да. Еще один король остался. Находим. Король пик. Если вы себя загадали как даму, то я все убираю, карты уже не понадобятся нам. Если вы загадали себя как даму червовую, потому что в этом раскладе у нас всего одна дама вышла, то именно вам по судьбе пиковый король. Человек может быть сложный, может новый, знакомый, может вы еще пока не знакомы, но пиковый король вам по судьбе. Со сложной судьбой или сложным характером, может разведенный, может вдовец. Он при своей карте, девятка пик. Да? Когда идет речь при своей карте, это не обязательно плохая карта, но девятка пик вообще-то это болезнь или любовная какая-то привязанность, болезнь. Да? Во всяком случае, это какое-то болезненное восприятие жизни есть у короля пик. Он видит жизнь тоже негативно, в негативном ключе. Или у него сейчас какие-то неприятности. Или личного плана, или профессиональное, карьерное, но какие-то у него очень большие неприятности у пикового короля. Смотрите, из всех дам только одна вышла, червовая. Поэтому я бы сказала, что если вы себя загадали червовой дамой, у вас будет с ним разговор, потому что 9 это всегда больше даже, чем разговор. Это когда вы сделаете выводы. Но у нас вопрос такой был, в чем он хочет признаться. Он хочет признаться, что он боится, что его плохой характер отразится на ваших отношениях. Он многое скрывает, он подавляет в себе эмоции, он подавляет в себе, чтобы глубокий разговор состоялся. У вас с ним, наверное, еще не было ни одного глубокого разговора, потому что он боится, что проявится или его жадность, или его плохой настрой, плохой характер. Он боится упасть в ваших глазах. Вот это он и скрывает. В этом он хочет признаться. Ему надоело скрывать, держать маску, держать лицо. Он хотел бы признаться: слушай, люби меня таким, какой я есть, но он никак не может, потому что боится вас потерять. Здесь я вижу любовь. У него есть к вам любовь, он боится вас потерять. Еще раз повторяюсь, если вы загадали себя, как любая другая дама, трефовая, бубновая или же пиковая дама, вас это тоже касается, это не важно. Мы здесь загадываем мужчин, 4 мужчины, да. И те мужчины, которые вы не загадали, но я сделала на 4 короля, а не на 1, да, тоже в какой-то мере вас касаются. Потому что очень часто нами интересуется не один человек, а больше. Вы можете загадать разных мужчин, там сына, отца, друга,
сотрудника, начальника, родственника, любимого разных. И по-разному, в разное время будете смотреть, разную информацию будете получать. Расклад очень емкий и глубокий. Вот так здесь, мои дорогие, я вам желаю счастья. И если вам нравится именно на гадальных картах, дайте мне знать. То есть делитесь моим видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Я буду видеть, что вам такие видео интересны. Буду делать больше на игральных картах. Я очень люблю игральные карты. Каждый день раскладываю на них пасьянс. Но я тоже могу делать на мою аудиторию. Но это совсем другая энергетика. Если делать на аудиторию, это очень большое энергетическое вложение. Поэтому ставьте лайки и дайте мне знать, что вам такие расклады нужны, чтобы я их делала. За сим не прощаюсь, потому что увидимся очень скоро. Пока-пока, мои дорогие, и до новых встреч.